Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Оля, я красивая и умна, но немного психбольна. И сегодня со мной Галия. У нас есть несколько рубрик. Вот, первая там приветствие. Она уже была, а вторая это благодарность. Я очень хочу поблагодарить тебя за то, что ты пригласила меня к себе, во-первых, согласилась прийти, как бы так одновременно сказать, ты меня пригласила к себе, а я тебя пригласила к себе на канал. Ну, в общем, я благодарна, что ты согласилась принять участие в моем онлайн-творчестве. И хочу поблагодарить моих зрителей за то, что вы смотрите. Вот, и я хотела тебя еще попросить сказать что-нибудь моим зрителям для того, чтобы они повышали активность на канале. То, что ты считаешь нужным. Ну, во-первых, я хочу взаимно поблагодарить тебя за этот интересный опыт. А во-вторых, ну, как обычно, жмем лайк, что там в Ютубе, колокольчик, какие там еще вещи. И на самом деле опыт действительно интересный, поэтому я призываю всех принимать участие, если вы еще не пробовали и если такого опыта нет. На самом деле развивает общую коммуникацию. Спасибо. Спасибо большое. Давай сначала начнем. Все хорошо. У меня есть книга. Ты знаешь, что это за книга? Так, ну я готова прочитать «Симфония разума». Я имею в виду, знаешь ли ты, как я ее использую? Нет. У меня есть рубрика «Афоризмы». Я прошу тебя взять книгу, открыть на любой странице, не глядя, и тыкнуть пальцем для того, чтобы придать некоторый философский оттенок нашей беседе. Я не знаю, будет ли это как-то связано или не связано, но, в общем, положимся на, так сказать, удачу. Сейчас, только секундочку, я кое-что поясню. Значит, у нас высказывание господина Ломоносова. А мне кажется, это Гёте. Вот Гёте, окей, хорошо. У нас в конце есть глоссарий, найди, пожалуйста, фамилию на Г, Гёте. Мы прочитаем, кто это, и чуть-чуть поподробнее. Нет, вот тут. Брюки превращаются. Я читаю, ты читаешь? Конечно, да, тебе предоставляется эта честь. Гёте, Иоганн Вольфганг, 1749-1832, в принципе, неплохо пожил чувак. Немецкий поэт, мыслитель, ученый. И что же он нам сегодня хочет сказать? Донести какую важную информацию? И господин Гёте хочет нам сказать, что природа окружает человека мраком и понуждает его вечно стремиться к свету. Потрясающе. У меня даже мурашки почему-то пошли. То ли от твоего проникновенного голоса, то ли от его философской мысли. Ну, в общем, так оно и есть на самом деле. Так, дорогие друзья, здесь у меня написаны вопросики, шпаргалочки. Вот, у меня был на самом деле вопрос первый про имя Галия. Насколько оно является реальным и что оно обозначает? Ну, это абсолютно реальное имя, меня действительно так зовут. Галия – это имя арабского происхождения, я, к слову, татарка. Вот, меня так назвал папа, потому что ему очень нравилось это имя, и вариантов не было. То есть, если родится девочка, то именно Галия. Дословно оно обозначает «дорогая», причем в денежном эквиваленте. В общем, я свое имя полностью подтверждала все свои 34 года жизни. Как ты яхту назовешь, так она и поплывет, поэтому да. Срочно, короче, все переименовываемся и новорожденных называем так, даже если родится мальчик. Я хочу сказать, что у арабских имен есть очень интересное свойство. Они могут быть как мужскими, так и женскими. То есть в женском варианте это Галия, в мужском варианте это Галий. То есть есть вариант, как конечно, бы для всех каждое имя подразумевает, да. А почему? Потому что каждое имя имеет свое значение, то есть фактически это слово. Детей называли словом, которым, качеством, которым бы хотели родители будущие, чтобы ребенок обладал. Например, нежеланных детей называли в дословном переводе нежеланных девочек «забери ее, Аллах», или оторванная от груди. То есть, да, в арабских традициях давания имени есть такие вот нюансы. Так, у меня еще такой вопрос. У тебя хорошее зрение?
Нет, у меня отвратительное зрение. Ты не видишь, что у меня написано? Нет. Угу. Это очень хорошо, чтобы у тебя просто была живая реакция. Так, еще такой вопросик. В принципе, ты частично, мне кажется, уже на него ответила, но тем не менее. Почему ты согласилась на такой нестандартный эксперимент с видео, съемками, с блогами, с ютубами непонятными? Потому что я открыта ко всему новому, и мне интересно получать новый опыт, которого у меня до этого не было. Такого опыта у меня не было. То есть у меня есть Инстаграм мой личный, есть Инстаграм магазина, который мы открыли в Зеленограде, и есть вязальный Инстаграм, это мое хобби, а вот касательно Ютуба есть какие-то наши видео касательно вязания, творчества на нашем канале, но вот какие-то такие прямые эфиры, диалоги и интервью для меня это относительно новый опыт. Дорогие друзья, к слову, все ссылочки на инстаграмы, указанные только что Галией, обязательно я оставлю внизу. Вот, и еще такой вопрос. Ты согласилась открыться чему-то новому, но YouTube славится своими хейтерами, которые могут, проходя мимо, просто плюнуть, так сказать, в душу и пойти дальше. А тебе, возможно, это не понравится. Насколько ты готова услышать мнение каких-то людей, которые видят тебя впервые, возможно, в последний раз, но считают очень важным и значимым свое мнение, и, в общем-то, его презентуют без особого спрашивания разрешений? Слушай, во-первых, я считаю, что человек, который оскорбляет тебя, пытается тебя как-то задеть, что-то такое неприятное выплюнуть, во-первых, он не в ладах с собой. То есть в нем нет вот этой внутренней гармонии, да. Соответственно, он свою дисгармонию несет и транслирует миру вот так, как может. Кто чем богат, тот тем и делится. Во-вторых, бытует такая фразочка, хейтеры – признак популярности, что вот, соответственно, воспринимать это как популярность, как обратную сторону Хейтеры, популярности. мы готовы к вам. Добро пожаловать. Так, дальше по программе. Вопрос номер 5. Какое у тебя сейчас настроение и вообще чем ты занималась сегодня до нашей встречи? Какое у тебя было настроение? Думала ли ты о нашей встрече или вообще занималась своими какими-то делами посторонними? На самом деле у меня заказ, неожиданно свалившийся новогодний заказ по вязанию. Вообще я на заказ не вяжу, но это достаточно приятный мне человек, поэтому я согласилась. Я вязала. А вязание – это своеобразная медитация, когда ты отпускаешь все мысли, вяжешь, считаешь столбики. Вот. И если ты вдруг отвлечешься на какие-то свои внутренние аудиальные диалоги, ты, скорее всего, ошибешься, придется распускать, поэтому я ни о чем не думала, я просто вязала. А можно узнать, что ты вязала и для кого? Потому что ты сказала, что это какой-то особый человек в твоей жизни. Это очень приятная женщина, которая меня знает с рождения, и вязала я для нее чулму. Интересно. Здорово. Так, следующий вопросик. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, как мы познакомились. Возвращаясь к хейтерам. В общем, у нас есть чат, зеленоградский чат мелких предпринимателей, малого бизнеса, чат активности, где мы делимся какими-то своими наработками, где мы поддерживаем друг друга и активничаем друг у друга на страничках, что, в общем-то, в нынешних реалиях алгоритмов Инстаграма вполне себе рабочая история. И как-то я зашла в этот чат, наткнулась на Олины достаточно негативные высказывания. У кого что внутри. Да, в адрес девушки, которая пыталась решить какие-то свои вопросы не касательно активности в Инстаграме. И я, в общем-то, сказала, что нужно быть добрее, и если у вас что-то произошло, давайте я вам подниму настроение, и заходите ко мне, и я с удовольствием подарю вам какую-нибудь мелочь, которую вы сами себе выберете. А если в течение дня случилось что-то приятное, то это уже очень круто. И
И ты зашла ко мне, мы познакомились. В общем, с этого все и началось. Да, я хотела тебя спросить, какое у тебя было обо мне первое впечатление? Я не знаю, формировала ли ты его на основе моего аккаунта или именно когда я уже face-to-face мы встретились вживую. Ну, интересно узнать. Слушай, ну, первое впечатление, конечно, было такое достаточно сумбурное, потому что, несмотря на все геометки, подробно расписанный маршрут, фотографии, ты очень долго не могла меня найти, и я так подозреваю... Но нашла таки. Нашла, да. И я подумала, что у этой девушки, наверное, очень много всякой вот такой... вот этого белого шума в голове, да, который отвлекает каких-то мыслей, она не может сконцентрироваться на том, что ей нужно меня найти, вот, отвлекается на что-то, но в итоге нашла, в принципе, как мнение складывается потихоньку. Угу. Понятно. Так, хорошо, мы двигаемся дальше. Ты меня спрашивала, это я вам сейчас раскрываю инсайдерскую информацию, до того, как мы начали эту съемку, мы ехали из Зеленограда в коттеджный поселок, но я не буду говорить его название, этого не нужно, вот. Мы ехали на машине, и Галия спросила, как я ее представлю. И буду ли я задавать вопрос, расскажите о себе там, или что-то из этой серии. Я сказала, что такую хуйню не спрашиваю. Вот. И сейчас как раз-таки будет та рубрика, которая у меня, в принципе, постоянно, практически всегда бывает. Это когда я прошу человека рассказать 10 фактов о себе. То есть не просто какие-то вот, ну, здрасте, я вот Вася, а какие-то интересные факты по твоему выбору абсолютно. Вот как хочешь, самопрезентуйся. Неожиданно. Да. Так. Я пока вычеркну то, что я уже спросила. То есть ты меня обманула? Я обманула? Ну, фактически, да. Да? То есть в чем я обманула? Ну, это те же грабли, только в профиль, по сути. Да? На самом деле, мне это напомнило одну такую историю. Перед самыми родами я у лучшей подруги спросила: слушай, это правда так больно, как все говорят? Она говорит: да ты что, нет, это как очень болезненные критические дни. И когда на следующее утро после родов она ко мне пришла в палату, я говорю: Тань, ты сказала, что это, ну, как бы терпимо. Она говорит: ну да, теперь ты знаешь, что я умею врать. Вот, это из той же оперы. Ну, может быть, не совсем из той. Хорошо, 10 фактов. 10 фактов. Значит, ну, то, что меня зовут Галия, вы уже поняли, но запишем за первый факт, и это имя означает «дорогая». В денежном эквиваленте, я запомнила. В денежном эквиваленте, да, я живу в таунхаусе, и это была моя мечта 16 лет. Я очень долго к ней шла, и все-таки мечта сбылась. У меня в ванной есть окошко, и это все-таки не квартира. Я считаю это не только фактом о себе, но и своим большим достижением. Я вяжу. Причем вязать я начала внезапно, в какой-то момент у меня щелкнуло, и я решила, что я хочу вязать. Вяжу я 1,5 года. Ну вот, например, вот этот свитер я довязала буквально пару дней назад. Он очень теплый, приятный, из альпаки с шелком. Ну, то есть мне было не по карману купить себе такой, поэтому я его себе связала. Сколько у нас уже? 3 факта? Я, да, сижу, засекаю. Отлично. Я не пью вообще алкоголь, не по религиозным соображениям, а потому что у меня отсутствует фермент, расщепляющий спирты. Я такая родилась, я это приняла, смирилась и, в общем, нормально сосуществую с этим, просто нахожу другие способы расслабления. Например, я пятый факт, я практикую йогу 5 лет, и мне это доставляет действительно удовольствие. Я научилась расслабляться, я стала спокойней, я избавилась от многих физических проблем, которые у меня были. Вот, поэтому, если чувствуете какой-то дисбаланс, welcome, у нас, слава богу,
Здесь много студий, и онлайн, и офлайн, как угодно. Мне помогло, и я могу рекомендовать это. Это был 5-й? Это 5-й. Это был 5-й. Мы уже на рубеже 50%. Отлично. Да. Сейчас я попробую еще что-нибудь вытащить. Я вообще не сомневаюсь ни разу, что у тебя получится. До всей этой истории с короной я очень любила путешествовать. Просто сейчас нет такой возможности. То есть я до сих пор люблю путешествовать, но наличие маленького ребенка, конечно, несколько ограничивает мои возможности. В общей сложности я посетила 12 стран. Некоторые не по одному разу, например, Таиланд, Кыргызстан. Кстати, кто не был в Кыргызстане, очень рекомендую. Я уверена, что все были. Побывать на озере Иссык-Куль, потому что это какой-то космос. Цивилизации нет никакой, но природа, конечно, чумовая. Я получила восторг. И, в принципе, я могу про себя сказать, что я такой человек, которому одинаково комфортно в какой-то лачуге на берегу Иссык-Куля и в спа-отеле где-нибудь во Вьетнаме. Мне и там хорошо. Так. Еще 4. Я коллекционирую тарелки. Вот, у меня достаточно небольшая коллекция, но я их очень люблю, поэтому в следующий раз, когда ко мне придешь, приноси тарелку. Приноси тарелку. А если я принесу, у тебя уже такая есть? Или надо какие-то уникальные... Но у тебя есть возможность посмотреть мою коллекцию. Я каждый экземпляр сфоткаю. У тебя сколько штук сейчас? Я даже не знаю, надо примерно. посчитать. Около 15. Ну, понятно, тогда я еще вписываюсь. Просто если бы там коллекция уже там сотнями исчислялась бы, я бы уже не смогла бы соригинальничать. Я всю жизнь, свою профессиональную жизнь проработала начальником отдела кадров. Вот. И в какой-то момент я поняла, что я больше не могу и не хочу. И поэтому вдруг спонтанно возникла идея открыть свой магазин косметики. Ну, что я, в общем-то, и сделала. Сначала в одном месте, сейчас, когда я поняла, что ездить мне куда-то совсем не хочется, вот здесь, в Зеленограде. И я горжусь этим. Во-первых, мне это безумно нравится, мне это близко. Во-вторых, я впервые занимаюсь тем, что приносит мне реально удовольствие. А начальником отдела кадров я сейчас расскажу, как я стала. Я училась на 4-м курсе университета, и мы засчитаем это за 9-й факт. Вот. Я училась на социолога, это была социология управления. А что за вуз? Педагогический, имени Ленина. Вот. И я понимала, что мне уже пора бы, собственно говоря, устраиваться на работу. Я пошла на первое в своей жизни собеседование в кадровое агентство, и мне было настолько страшно. Я действительно очень боялась. И когда я туда выходила, я выходила с четким пониманием того, что я хочу работать тем человеком, который проводит собеседование. Вот такое это было решение. И, наконец, 10-й факт обо мне. И я категорически не приемлю, когда как-то коверкают мое имя. У Оли тут была попытка исковеркать. Да. Как я сказала? Гала. Как-то так-то назвала меня в машине, в общем, нет. Я извиняюсь, что так получилось. Я Мы возвращаемся. Совершенно не планировала это сделать. Даже не знаю, почему. Просто я очень люблю Украину. Вот. И этот вот акцент. И как-то так автоматически сработало. И в этом не было вообще никакого желания тебя как-то, вызвать раздражение какое-то. Раздражение ты не вызвала, я просто ненависть, поясняю, просто ненависть. Нет, ненависть — это слишком сильное чувство.
мне кажется. Да, но ты именно сказала, я ненавижу, когда коверкают мое имя. Не приемлю, я сказала. Да, я вообще придумываю себе. Господи, я не умею слушать. Я интервьюер, который не умеет слушать. Так, ну мы 10 сделали. Вернулись к тому, с чего начали. Да, у меня, значит, по ходу пьесы возникали некоторые вопросы, я кое-что конспектировала. А ты можешь перечислить 12 стран, в которых ты побывал? Я отметила Таиланд, Кыргызстан и Вьетнам, да? Правильно я поняла? Да. Так, это уже 3, осталось 9. Турция, Греция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Индия, Великобритания, Италия. Еще одна. Россия? Нет, не Россия. Я пытаюсь вспомнить. Америка какая-нибудь? Нет, Бразилия нет, какая-нибудь? нет. Австралия какая-нибудь? Антарктида? Не забивай. Извини. Египет. А он был Египет. Так. Ну, слушай, у меня там коллекция магнитиков. Хорошо, ну 12 это будет 12х. Должна Я вспомню. оставаться какая-то загадка. Да, правильно? пусть это будет именно она. Вот, ты сказала, что ты проработала много лет. Сейчас я просто начну опять говорить какие-нибудь слова, которые ты не говорила. Называется сломанный телефон. В общем, много лет ты проработала в HR. Вот я хотела спросить, сколько именно? Так, впервые я пошла на работу, когда мне было 18. В 30 лет я ушла в декрет, и, в общем, больше я на работу, связанную с HR-сферой, не возвращалась. Соответственно, 12 лет. Ты можешь об этом чуть подробнее рассказать? Ну, мне это нравилось, это каждый раз был безумно интересный опыт. Начальником отдела кадров я стала, конечно, не в 18, в 23 года. Это была торговая компания. Ну, я получала от этого кайф. Просто в какой-то момент я перестала получать от этого кайф. И я достаточно всегда была коммуникабельным человеком. Мне нравилось задавать вопросы, мне нравилось узнавать новых людей. Мне нравилось комбинировать их в команды, в отделы. Мне нравилось их мотивировать, придумывать для каждого какую-то свою отдельную мотивацию помимо денежного стимулирования. Мне нравилось разбираться в типах личности, понимать, какой тип личности с какой будет наиболее эффективен в связке. То есть все это было круто. До того момента, пока это перестало для меня представлять какой-то интерес. А как ты относишься к графику с 9 до 6, 5-2? Ну, или там с 7, ты понимаешь, с 7 до 10, на с самом 10 деле до 7. отвратительно, потому что теперь я живу в области я живу уже 7 лет, до этого я жила в Москве, в Строгино, кстати, потрясающий район. Я тоже там жила. Но да, в какой-то момент мне приспичило жить в лесу, к елочкам, к снегу. И этот график несопоставим с такой жизнью. То есть либо ты живешь в лесу и живешь по какому-то более-менее свободному графику, или фрилансишь, или работаешь из дома на удаленке. Ну, кто же знал, что ковид на нас на всех свалится. Вот. Либо ты живешь где-то недалеко от работы и работаешь вот по вот этому графику. Так, и еще есть вопросик. Ты сказала, что открыла магазин. Сначала он был в каком-то одном месте, а потом в другом. А вот какое первое место было, Строгино где-то? Нет. У меня подруга открывала магазин рядом с Митино. И в какой-то момент она пригласила меня в этот проект. Для меня это было абсолютно все новым. И я подумала, почему бы нет, я вообще люблю все новое. Согласилась, и какое-то время вот мы работали в таком тандеме. Вот. А что за магазин, к чему он? Профессиональная косметика, все то же самое. Та же тематика, я поняла.
Также ты сказала, что то, чем ты сейчас занимаешься, тебе очень нравится. А что именно нравится? Слушай, ну, во-первых, у меня есть доступ к оптовым ценам косметики, ну, это уже очень круто. Потом мне нравится делать обзоры на косметические средства, мне нравится выбирать, какую именно товарную матрицу мы представим в нашем магазине. Оперируюсь не просто на там, заманчивые цены, к примеру, нет. По каждому продукту мы читаем отзывы, мы выбираем товары с высоким рейтингом, которые действительно работают, не вызывают какие-то бешеные аллергические реакции и так далее, да, то есть мы не гонимся за тем, чтобы купить подешевле, продать подороже, мы гонимся за тем, чтобы в нашем магазине была представлена именно та продукция, которая работает, потому что если мы заработаем репутацию магазина, в котором представлен работающий, хороший, правильный товар, ну, это уже дорогого стоит. Ты сказала, что тебе все это приносит удовольствие огромное. Всех очень интересует, приносит ли это деньги. Слушай, ну вот новый магазин, он работает с 1 декабря. Сейчас у нас какое? 10 число, да? Вот, и в первый месяц, ну, правда, это действительно был декабрь, перед Новым годом мы вышли в ноль. Вы преодолели точку безубыточности. Да. Соответственно, я считаю, что это очень крутой результат. И есть куда развиваться, есть куда стремиться. И, естественно, я не хочу ставить точку на одном магазине. Мне прям хочется быть владычицей морской. А, кстати, когда тебя подруга пригласила в тот проект, каким образом вы разделяли ответственность и доход, прибыль? Слушай, ну это уже такие нюансы, да, которые, ну, в общем, это рабочие моменты. Ты не готова об этом да. говорить? Ок. Так, дальше. Ты сказала, что любишь все новое. Я тоже очень люблю все новое, но я замечаю такую тенденцию, что помимо того, что я люблю новое, в общем, в обратном пропорциональной зависимости находится количество моего общения с человеком. То есть, чем больше я с человеком общаюсь, тем менее он мне становится интересен. То есть, я встречаю новое, у меня прям ажиотаж, как, знаешь, новая сумочка там или туфли, хочу. Потом один раз поносила, 2 раза поносила, и уже, короче, как-то что-то не... У тебя вот нет такого или есть? Слушай, ну мне кажется, что это больше зависит от человека, от его глубины, потому что когда ты встречаешь действительно интересного собеседника, чей внутренний мир достаточно глубокий, чьи фильтры восприятия достаточно широкие, открыты, да, то очень приятно в этом копаться дальше и дальше. Если ты встречаешь достаточно поверхностного человека, то, соответственно, когда ты вот эту оболочку снимаешь верхнюю, а под ней ничего, что тебя могло бы зацепить, да, ты теряешь интерес. Но это, мне кажется, это применимо вообще ко всему. Ну, вероятно, да. Лично для меня я могу просто высказать свою позицию. Здесь и поскольку у меня нет сейчас отношений, у меня нет мужчины, и это является какой-то определенной болью для меня, и я вообще удивляюсь, как можно встретить одного человека и всю жизнь с ним жить, и не смотреть на других, и какую-то там глубину новую в нем, марианские желобы в нем открывать. В общем, мне непонятно. Слушай, ну... Во-первых, в этом мы, наверное, близки, потому что я считаю, что значимость моногамии, она несколько преувеличена. Ну, по крайней мере, в реалиях современного общества, да. Вот. А во-вторых, почему это боль? Это боль, потому что предыдущие отношения как-то не так закончились? Или что произошло? Боль, потому что у всех есть, а у меня нет. Но при том, что я смотрю на тех, допустим, вот там условно там некто, там какая-нибудь Аня, у нее есть там Вася. И я понимаю, что у Ани есть Вася, у Васи есть Аня, а я Оля, у меня нет никого. Но с другой стороны, дай мне этого Васю и сказать, ну, бери, вот тебе Вася. Я скажу, ну, что-то как-то... Ну, спасибо, конечно, очень приятно, но что-то как-то не хочется. Вот как-то так.
Амбивалентность, ебучая, сука, амбивалентность. А чего хочется от отношений? Просто быть не одной? Хочется вот страны посещать по списку. А что тебе мешает посещать страны по списку? А делить радость не с кем. В смысле не с кем? Нас почти 8 миллиардов. Я тебе хочу сказать, в других странах тоже есть люди. Really? И Are you being serious? мне, кстати, вот из каждой страны я привозила очень интересные знакомства. Например, мы познакомились с чудесной парой в Индии. Эта девушка, она для меня просто пример силы, стержня. И мы общаемся до сих пор, хотя прошло уже почти 4 года. Вот. И во многих странах я завела себе подруг, друзей, с которыми, ну, с кем-то потеряли общение, с кем-то не потеряли, но там тоже есть люди, и с ними тоже можно делить радость. Но вопрос еще, почему тебе хочется делить радость? Ну, потому что у меня были моменты, когда я тоже путешествовала и потрясающе наблюдала там пейзажи и, как это сказать, урбанистического плана и натурального плана, естественного происхождения. И смотришь и думаешь, блядь, ну как круто, просто охуенно. И понимаешь, что рядом как бы даже некому сказать, ну смотри, прикольно как, и услышать в ответ, да, вообще круто, нереально. Ну, то есть ты возле какого-то потрясающего объекта, и тебе мешает быть возле него счастливой, вот полностью отдаться этому ощущению. Как круто то, что рядом некому сказать. Ну да, разделить радость. Слушай, ну, во-первых, у тебя есть YouTube-канал. Почему бы не выложить туда? Там у тебя сколько? 1000? 1500? Ну, я имею в виду, это было еще до YouTube-канала «Мое путешествие». Потом я с ними завязала, собственно, может быть, и по этой причине в том числе. Мне надоело ездить, ну, одной просто. То есть тебе нужен мужик, чтобы возле какой-нибудь статуи, где-нибудь в Мексике, ты могла ему сказать, чувак, смотри, как круто. Еще сфоткай меня. И с ним еще сфоткаться на фоне статуи. То есть тебе отношения нужны для этого? Ну, еще мне деньги нужны. То есть тебе спонсор нужен? Мне нужен человек, которого я полюблю. Я не знаю, смотрела ли ты все мои видео, но у меня есть опыт эскорта достаточно большой, поэтому если бы мне нужен был просто спонсор, я бы его нашла. Но я хочу, чтобы меня любил человек, и самое главное, чтобы я его еще любила. Хорошо, что такое любовь? У меня вопросик есть. Что такое любовь? Так, что такое любовь? Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях вашу версию, пока я думаю над своей. Что такое любовь? А можно я схожу в водички попью, пока ты думаешь? Да, конечно, очень жаль, что мы ее не подготовили, конечно. Вот, давай я тебе помогу. Аккуратненько. Но видишь, я даю тебе тайм-аут. Да, окей. Так, дорогие друзья, сегодня у нас мое интервью 180 градусов перевернулось и превратилось в беседу, когда вопросы задают мне. Поэтому я сейчас вам расскажу, что для меня любовь. Любовь для меня – это желание проводить время с человеком и знать, что он тоже очень хочет проводить со мной время, быть рядом. Все, точка. Галия, ты слышала? Я слышала. Отлично, я жду тебя. I'm waiting for you, honey. Так, нам надо обратно это все дело. Я сейчас все сделаю, ты не переживай. Я не знаю, услышат меня наши слушатели или нет. Уже слышат, уже можешь говорить. Но у меня возникает последовательный вопрос. То есть проводить время, хотеть проводить время, деньги, кайфовать. Вот для меня, например, кайфовать, ну я просто тогда уже и тоже отвечу на этот вопрос, да. Я помню, мне один мой знакомый сказал, блин, у тебя все есть. Ну вот, тебе нужен человек, с которым тебе по кайфу. Я стала думать, что же мне по кайфу-то, Ну, действительно, я достаточно самодостаточная личность, я могу радоваться
какой-то статуи и одна, и в компании, и схватить какого-нибудь чувака левого, да, и сказать: чувак, смотри, как круто. Вот, то есть для меня таких проблем в принципе не существует. Я всегда найду с кем поделиться, если потребность делиться есть. Вот, и я стала думать, ну так, ну, значит, вечерком сериальчики посмотреть, да, какая-то духовная близость, какая-то эмоциональная близость тоже должна быть. Ну, должны мы быть с человеком на одной волне, я так подозреваю. И в какой-то момент я тоже поняла, что, ну, блядь, фигня это все. То есть я понимаю, что есть безусловная любовь. Я ее реально испытываю. К детям. К ребенку, Да. к своему, да. Что бы она ни сотворила, я ее все равно люблю, потому что она мой ребенок, ко мне этот инстинкт материнства пришел, как только мне вот это вот маленькое синее положили на живот в роддоме. И я помню, меня накрыло, значит, этой безусловной любовью, да. И я понимаю, что я на нее не могу не ругаться. Мне вот в кайф, мне с ней в кайф, когда вот она рядом что-то щебечет, когда она ночью ко мне прижимается, когда там мы вместе устраиваем какие-то походы с горки кататься. Но вот с мужиком такое не прокатит. То есть не каждого мужика ты готова терпеть просто по умолчанию. Просто потому, что ты его безусловно любишь. Да. Ну, либо это токсичные отношения, да? Угу. Это какой-то абьюз. Угу. Либо, ну, как бы нет. Такого к представителю противоположного пола, ну, мне кажется, испытывать невозможно. Мне кажется, даже невозможно испытывать это к своим родителям. Угу. Которых не выбирают, кстати говоря. Да, которых не выбирают. То есть, когда ты принимаешь решение завести ребенка, это твое решение. Ты как бы берешь на себя ответственность. Когда ты рождаешься, это не твой выбор, да, поэтому мне кажется, что история с любовью, так же как история с моногамией, несколько преувеличена. Ну вот, как говорится, на данный момент вот такая ситуация. Так, еще, значит, вопросик касательно твоих фактов, и я перейду к вопросикам, которые не касательно твоих фактов, уже предварительно заготовленные, как я сказала, замаринованные. Так, сколько у тебя сейчас человек в команде? Нас двое, я и моя подруга. То есть ты решилась на то, чтобы делать бизнес с подругой? Ну, конечно, одна я не вытяну. Ну, во-первых, возвращаясь к тому, что у меня ребенок, с которым я хочу проводить время. Именно поэтому я не работаю в офисе с 9 до 6. Вот. Ребенок достаточно маленький, ей 3,5 года. И я выстраиваю свою жизнь так, чтобы нам всем было по кайфу, мне было по кайфу, и ребенку, которого я люблю, безусловно, любовью, было по кайфу. Вот, к тому же подруга действительно, я хочу сказать, что практически святая женщина. Мне очень повезло, что у меня вообще судьба с ней свела. Вот, и однозначно половина того, что мы вышли в ноль в первый месяц, это ее заслуга. Я абсолютно понимаю, что мы все сделали правильно. Так, ну что ж, это здорово. Так, вопрос номер 9. Кстати, когда я спрашивала тебя 10 фактов о себе, обычно у меня есть еще рубрика, когда я прошу моего гостя сказать 10 фактов обо мне. Но мне кажется, в данной ситуации это не очень актуально, потому что мы не так сильно знакомы, чтобы ты могла 10 фактов уже где-то нарыть. Ну, я могу нарыть 10 вопросов. 10 вопросов? Фактов, конечно. Подожди, HR, стоп HR. Так, значит, тогда перейдем к моему 9-му вопросу. Откуда ты родом? Я родилась в Строгино, выросла в Строгино, и сейчас живу в лесу. Хорошо. Но я лесничий. Мой прапрапрадед был крупным купцом в Москве. Так, можно узнать полную дату твоего рождения? Зачем?
Не знаю, мне захотелось тебя об этом спросить. Но ты уже сказала, что тебе 34 года. Мне 34 года, я родилась в ноябре. Угу. Вот, мне кажется, этого достаточно. Я скорпион. Просто есть еще там типа на грани, и тогда непонятно, скорпион ты Нет, или... я прям полноценный, да, скорпион. со всеми атрибутами. Скорпион. Понятненько, ясненько. Вопрос. Тут еще за кадром тоже такой момент. Я имела возможность познакомиться с мамой Галии, вот, и хотела узнать, ну, то есть у меня уже сложилось некоторое впечатление мое личное, да, об этой женщине, вот, и я хотела спросить, как тебя в детстве воспитывали? Мама, папа, у тебя полная семья, неполная семья? У меня полная семья, и меня воспитывали как принцессу, за что я очень благодарна своим родителям, вот. Я единственный ребенок в семье, поздний ребенок. Долгожданный, желанный. Да, когда мне говорят, что ну ты слишком балуешь ребенка, она у меня, к слову, тоже долгожданная. И достаточно поздняя. Я родила ее в 30 лет. Это была моя первая беременность за всю жизнь. Вот. Когда мне говорят, что ну ты ее чересчур балуешь, вырастет такая же избалованная, как и ты. Я всегда так смотрю, говорю, а в этом есть что-то плохое? Почему? Я считаю, что пусть она будет избалованной. А кто как не я? Так, ты рассказала, что ты училась в МГПУ имени Ленина, правильно? МПГУ, да. Вот МГУ, да. Можешь рассказать поподробнее об этом периоде в твоей жизни? О студенчестве? Слушай, ну мне кажется, студенчество – это самое крутое время вообще в жизни любого человека, потому что ты уже не ребенок. Для меня, я помню, было откровением, когда я приходила на семинары, и преподавателям было важно услышать именно мое мнение по какому-либо вопросу, поскольку ну, у меня полностью гуманитарная профессия, да. Говорили мы много. Вот, и для меня это было прям откровением. Я помню, что я тогда вот начала раскрываться, взрослеть. У меня пропал этот страх, который был в школе во время какого-то ответа, когда я видела действительно заинтересованность в глазах преподавателя, аудитории, когда высказывала какую-то свою точку зрения. Это было круто. Ну, даже несмотря на то, что у меня аллергия на алкоголь, это все равно было круто. А ты прогуливала пары? Да. Но у меня всегда были уважительные причины. Естественно. Я либо работала, работать я начала достаточно рано, лет в 16, нет, наверное, на втором курсе я начала подрабатывать. Потому что, несмотря на то, что я из достаточно обеспеченной семьи, я помню, меня всегда вот немножко выколбашивал этот момент, как это я покупаю подарки на Новый год, там, на дни рождения родителям на их же деньги. Я считала, что в этом есть что-то неправильное, и мне всегда было интересно зарабатывать свои. Поэтому, да, прогуливала, но причина у меня была уважительная. Ты сейчас затронула тему обеспеченности финансовой. А у тебя есть, как сказать-то, как даже сформулировать вопрос, какое-то особое отношение к людям, которые зарабатывают больше тебя, имеют больше тебя, и какое-то особенное отношение к людям, которые зарабатывают и имеют меньше тебя? Как ты дифференцируешь людей по признаку их обеспеченности? То есть, вот, например, если у Марьи Петровны там вот такие доходы, такие там 10 квартир в Лондоне, 15 в Нью-Йорке там, и так далее, надо вот с ней дружить. А если это Вася, который снимает там комнату на двоих там с другом где-нибудь там в Бирюлево, то это как бы, ну, так себе вариантик. Ну, тут, мне кажется, это прям сильно поверхностный вопрос. Ну, такой. Здрасте. Здрасте, здрасте. А мы тут видео снимаем. Булюшка забалуемся. Ну,
во-первых, нужно разбираться в причинах, почему, да. Это вопрос успешности и неуспешности. Да. Конечно, люди всегда тянутся к успешным людям. Но это привлекает, потому что успех, он не приходит просто так. Да, он требует каких-то вложений, он требует каких-то знаний, он требует каких-то определенных качеств личности, которые интересны всегда, да, чем человек, которому ничего не нужно, который ничем не заинтересован, которому нравится сидеть и обвинять других в своих неудачах. Это я. Мы к этому вернемся когда, да. Это у Эрика Берна есть книга «Люди, которые играют в игры», да. Там есть победители, не победители. Нет, там есть победители, не победители и проигравшие, да. Конечно, всегда интереснее победители. Тут, это закон жизни, это закон природы. Это закон выживания, что выживает сильнейший. Но единственное, что в нынешних реалиях важны не столько твои, да, физические какие-то качества, сколько умственные и твои качества как личности. Ясненько, понятненько, ладненько. Так, вопрос такой. Ты когда-то делала карту желаний? Вообще знаешь, что это такое? Я делала карту желаний где-то, наверное, страшно подумать, лет 15 назад. Вот. Это был тоже опыт. Я не могу сказать, что сильно интересный опыт. Я не могу, что мне это дало что-то. Карта сбылась. Сбылась практически на 100%, но я поняла, что для достижения моих целей не обязательно что-то рисовать и какие-то вырезки приклеивать на бумажку, да, для того, чтобы воплощать свои идеи, мечты, фантазии в жизнь. Все в голове же. Ясненько, понятненько. Так, сейчас у меня есть еще несколько вопросов, касающихся твоей профессиональной деятельности, но я уже поняла, что на некоторые ты не готова ответить. Я буду задавать, ты, если что, говори, я на это не хочу отвечать. Давай мы придумаем стоп-слово. Стоп-слово. Следующий вопрос. Отлично. Значит, у вас есть юридическое лицо? Да, конечно. Можно узнать, какое? Зачем? В смысле, ООО, ИП. 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 Получается, кто-то один из вас ИП. Следующий вопрос. Хорошо. Так, у тебя есть бухгалтер? У вас вот с вашей подругой? Слушай, вы же сдаете как ИП? Мы на патенте. Вот, поскольку мы прям совсем малый бизнес, да, это не требует каких-то серьезной отчетности. Вот. Но у меня близкая подруга бухгалтер. Когда у нас возникают какие-то вопросы или сложности, мы обращаемся к ней за консультацией. Понятненько. Кстати, мне очень понравилась твоя идея простого слова. Очень, очень круто. Так, у меня еще был вопрос про набор сотрудников. Ты сказала, что вы вдвоем, но мне кажется, почему-то, не знаю, я прям уверена, что у вас есть какие-то люди, которые вам помогают с рекламой, может быть, с чем-то еще, такие типа аутсорсеры какие-то, может быть, разовые какие-то. Конечно, мы обращаемся в организации для всего, да, в сторонние организации, конечно. Вот, кто занимается, нельзя, наверное, назвать это набором сотрудников, но вот каким-то подбором, выбором, селекцией, если хочешь. У нас разделение труда. Мы четко определяем, какие вопросы решает она, какие вопросы решаю я. Вот, поэтому тут нельзя сказать, что у нас под это выведен конкретно один человек. Нет, у нас разделение труда. Окей, хорошо. Так, теперь у меня осталось всего лишь 2 последних вопросика.
Даже не знаю, в какой последовательности их лучше задать. Ну, давай так. Сначала, в общем, есть ли у тебя какой-то вопрос ко мне? Конечно, есть. И я хотела много, к нему вернуться. У меня вообще возникла масса вопросов. Я жалею, что у меня нет листика, куда бы я тебе могу дать, одолжить. Обойдусь. Okay. Слушай, давай вернемся к вопросу. Меня прям триггернуло. Почему ты считаешь себя не победителем или неудачником? Не, я помахала рукой, когда ты на фразе обвинять других в своих проблемах. Так. Вот на этой этапе. Ну, это еще с элементом самоиронии какой-то там, сарказма, ну, можно сказать, самобичевания. Как смотреть, смотря на это? У меня же амбивалентность. То есть, как бы, если с одной стороны, то это самоирония, а если с другой стороны, то это самобичевание. Ну, в каждой... Как там было-то в этой пословице? Не знаю пока еще. Про какой-то. Нет дыма без огня, не важно. Нет дыма без огня? В каждой шутке есть доля шутки. Угу. В каждой самоиронии скрыт какой-то, да, триггер. Угу. Вот, и мне бы хотелось разобрать этот вопрос, что заставляет тебя обвинять других в своих неудачах. Ну, потому что, видимо, у меня что-то не получается, я очень сильно злюсь, и эту злость надо куда-то сливать. Ну, куда? Вот, вовне. Работает? Рабочая схема помогает? Ты знаешь, я вообще только недавно обнаружила, что во мне есть такие вещи, как ненависть, зависть, злость, агрессия, обида, ненависть, презрение, высокомерие. Вот поэтому я пока... Слушай, какая команда богатая. И как вы уживаетесь? Это называется так, как там, ненависть здесь, апатия здесь, а пиздец где? Где пиздец? Вот он, родной, бежит. Кстати, это рубрика «Анекдот» внезапно, я прочитала недавно. Анекдотик мне очень понравился. Смешно. Да, вот он, родной, бежит. Вот, ну что же, подойдем. Я так не получила ответ. Еще какой-то вопрос? Конечно. Давай. Мне непонятно, работающая эта схема у тебя или нет? Тебе это помогает как-то? Ну, смотри, во мне вот это вот все я обнаружила, что оно во мне есть. Возник вопрос, что с ним делать? Внутри оно меня не устраивает однозначно. Вот, То есть какой-то резонанс есть? Не поняла вопрос. Какой-то резонанс есть внутренний. Насчет чего? Ну, раз не устраивает. Ну, короче, надо это куда-то мне выплескивать и как минимум не сдерживаться. Вот, еще есть такая штука, не знаю, может быть, ты слышала, называется пассивная агрессия. Не знаю, слышала? Ну, слышала, конечно. Ну, знаешь, что это? Конечно. Ну, я просто до недавнего времени тоже особо не разбиралась во всех там этих агрессиях, потому что мне казалось, что я самый добрый человек на земле. Вот, это я. Вот, и потом я узнала, что я мастер пассивной агрессии, манипуляций, газлайтинга, морального абьюза. В общем, это все я. Я смотрю, ты гордишься этим. У тебя это вызывает неподдельную улыбку. Ну... Но этот вопрос опять... А как насчет нервного смеха? Защитной реакции в виде смешочков? Не надо так делать. У меня тогда возникает даже не вопрос. Сейчас попробую сформулировать. Насколько сознательно ты это делаешь, насколько это... Да я вообще только недавно поняла, что я вот это все делаю. Ну вот ты поняла, да? Вот. И теперь какая-то сознательность в этом есть или нет? Я сейчас чисткой занимаюсь, зачисткой, прочисткой, вот благодарностью учусь. Видишь, помнишь, с чего я начала? С благодарности. Мне это вообще даже в голову не приходило, что я должна кого-то благодарить. Мне казалось, что мне все обязаны вообще по гроб жизни, просто вообще по умолчанию. Себя ты благодаришь? Ну да, бывает такое. Ну, типа, мне это, пока я это делаю, так нелепо и неловко, как будто пятиклассник клеится к девочке, которая ему нравится. Вот примерно так я как-то... в общем, как бы, благодарю Спасибо. себя. Да. В общем, хотела сказать, вот это вот слово вот вылетело из головы. Как-то так у меня это происходит.
Ну, отлично, значит, ты идешь, мне кажется, верно. Я пока ползу больше, похоже на ползение, или как это называется. Еще вопросы? Достаточно. Следующий вопрос. Финальный вопросик, да, просто это впечатление от беседы, может быть, оправдались какие-то твои ожидания или не оправдались, страхи, переживания, в общем, просто какое-то резюме с твоей стороны. Во-первых, я хочу тебя поблагодарить. Спасибо, это взаимно. Отлично. Но... Во-вторых... Уровень, как это называется? Не бойся, я рядом. Вот. Во-вторых, я не считаю, что этот час был потрачен впустую. Мне было интересно, мы классно потрещали. Вот, причем затронули достаточно интересные вопросы, которые были интересны и тебе, и мне, и, я надеюсь, твоей аудитории. Зрителям, да. Мы от них в какой-то момент отвлеклись, мы увлеклись чисто собой, и мне кажется, что это прям показатель. Так что спасибо. Мне все понравилось. Спасибо. И по традиции я прошу тебя нажать на красную кнопочку. Не вопрос. Спасибо.